Всем привет! Продолжаю накатывать свои километры. Буду стараться в районе 20 километров в день проезжать для начала. Вот, надо подготовить организм уже к теплой погоде, где я буду гораздо дольше ездить. Ну и заодно вам показываю свой район. Я сейчас вот сегодня в округе по своему району катаюсь. Вот, к примеру, сейчас подъехал к поликлинике. Вот больница Бекумберга Хюгхюс, видите, да? Вот, я как-то показывал это место, пешочком здесь ходил летом, тут зелено, красиво. Вот. Раньше это была психиатрическая лечебница. Вот эти все корпуса, это все было вот психиатрическая лечебника. Психов тут держали, лечили. Вот. Ну, потом, я уж не помню в каких годах, в 90-х или даже раньше, в 90-х, я помню, еще были такие лечебницы. Насчет этой не знаю, но я был в парочке, потом их закрыли. Да, значит, в конце 90-х их почти все позакрывали. Вот, и психи сейчас живут свободно, никто их под замком не держит принудительно. Вот, как и должно быть, в принципе. Ну, наверное, таблеточки какие-то принимают. Ну, по крайней мере, я бы сказал, что я не вижу особо много психов, гуляющих по улице. Не вижу. Вот. А если есть, то они такие сами в себе, как бы, и, в общем-то, никому не мешают. Вот. То же самое, вот это меня навеяло, что вам сказать, потому что я тут недавно ролик посмотрел, опять показывают этот Скид-Роу, где там в Лос-Анджелесе, да, где это улица, район, такой небольшой район, где эти наркоманы всякие психи собираются, живут, да. И вот многие эти туристы, русские особенно, плюются, удивляются и то да сё, но они не понимают, что американцы тоже, по-моему, Кеннеди, кажется, в 60-х годах, вот, тоже приняли программу по закрытию всех этих лечебниц, потому что они посчитали, что права человека это важнее всего, не важно, что ты немножко сумасшедший, и если ты не буйный, не бросаешься на людей агрессивно, то ты имеешь право на свободную жизнь, вот, как хочешь, так и живешь. Поэтому вот там эти кучкуются ребята, там тепло, их подкармливают, вот, туда-сюда. Есть программы, которые оказывают им помощь, но многие из них просто этого не хотят, им нравится жить вот так, в свободе такой, да, полной от всего. Поэтому и все, вот, и нельзя говорить, что Америка плохая страна, это наоборот хорошая страна, что она всем дает возможность жить, как они хотят. Так что все это нормально. Другой вопрос, да, неприятно, может быть, вот это видеть, но не ходи по таким районам, дай им там спокойно жить, пусть они живут как хотят. Это определенный район, да, не везде это. В каждом большом городе американском, как я понял, есть такие наподобие районы, где кучкуются вот эти бомжи, так сказать, люди свободной жизни, свободолюбивые, точнее, ну, немножко повернутые, наркоманы, да, ну, они выбрали такую жизнь, имеют право. Никто их не имеет права за это сажать в тюрьму, если они не нарушают закон, то есть не нападают, не грабят и так далее. Ну, а как я понял, там полиция это наблюдает, если там эксцесс какой, там поножовщина или еще что-то, если такое бывает, да, ну все, тогда их вяжут, все дела, все правильно. Вот, поэтому я не удивляюсь, я считаю, это все нормально. Ну, вот в Швеции тоже, но Швеция холодная страна, здесь особо не покучкуешься на улице, да, поэтому, да и народ-то здесь не такой, как бы пока еще, да, все стараются, ну, жить по-человечески, и этому есть возможности любые, да, работу всегда можно найти, особенно если ты имеешь документы и знаешь язык, вот, худо-бедно, то всегда найдешь какую-никакую работу, а любая работа здесь оплачивается нормально, в принципе. И самая-самая низкооплачиваемая, она как бы все равно позволяет нормально существовать. Вот. Ну ладно, я посидел, отдохнул. И сейчас поеду дальше. Я катаюсь и на своем райончике, недалеко от дома, можно сказать. В радиусе 3-4 километра, поэтому... Вот смотрите. Да, и мне там говорили, что вот у вас что-то там совок, как бы это. Это район 50-х годов, понимаете, еще раньше даже. И немножко сейчас есть тут вкрапления новостроек каких-то небольших, да. Вот. Ну, тут, естественно, никаких небоскребов, Швеция вообще это не любит. Вот, дома, ну, максимум 5 этажей. Вот, а вообще в идеале 1, 2, ну, 3 этажа от силы.
Вот такие дома у нас.
Ну вот, сделал я кружок, километров 7, наверное. Сейчас нахожусь в парке, который примыкает к нашему центру, Модисил Центрум. И такой небольшой парк. Вот там солнечные часы. Вот. Ну что, проехался в среднем темпе, давал иногда пиковые нагрузки. Пиковые нагрузки. Тут как раз прочитал статейку в нашей прессе. Случайно совершенно новости смотрел. В общем, шведские ученые с университета Люнда, кажется, на юге Швеции, проводили исследования, и выяснилось, что нужно не просто регулярно заниматься спортом, а чтобы максимально получить пользу для здоровья и даже облегчить протекание некоторых болезней, в частности диабета, да, вот, а в некоторых случаях это даже вылечивает, нужно давать пиковые нагрузки. То есть в процессе тренировок каких-то пиковые нагрузки, допустим, бегаете, нужно в горку максимально быстро забежать, да, или 100-метровку такую выдать максимальный результат. Или в плавне тоже, на дистанциях давать себе это ускорение. То же самое на велосипеде, особенно на велосипеде. Да, я сегодня тоже в горку старался так максимально возможно крутить педали. Вот, аж задыхался. То есть давал конкретно, с пульсом, я думаю, был 170, не меньше, вот в эти пиковые нагрузки. Вот. И, ну, я раньше это делал, но как бы вот ученые сейчас подтвердили, что не просто нужно заниматься спортом в меру, а именно это самое, давать максимальные нагрузки периодически, то есть выкладываться по полной, прям по полной, почти до предела. Вот. Ну а если у вас противопоказаний нет, как бы там сердечно-сосудистые более-менее, вот, давать максимальные нагрузки, чтобы, ну, так сказать, организм просрался. Ну, как вот в машине нужно иногда давать, прочищать цилиндры, да, иногда нужно разогнаться до 120 и какое-то время проехать, чтобы цилиндры почистились от всяких нагаров. Вот, то же самое и организму надо. Вот. Ну, я даже по себе понял, что когда вот выезжаешь только из дома на велосипеде, даже по ровной дороге сначала, ну, дыхалка, ну, слабоватые ноги как-то, тяжеловатые, дыхалка слабовато дышит, а потом распогодилось, разъехался, и вот на 2-м километре уже прям пошло как надо. Вот. Задница уже привыкает, седалищные кости уже привыкают. Сегодня ехал вообще практически никаких, ну есть там чуть-чуть, но намного меньше ощущений, чем было. Вот 4-я поездка у меня сегодня, да, и вот, пожалуйста, уже привыкает. То сиденье менять не буду, я еще почитал дополнительно и понял, что да, именно жестко сиденье должно быть, ну, правильно подобрано по ширине. У меня оно правильно подобрано, оно плоское, вот, я немножко носик опустил вниз, хотя, говорят, нужно по уровню меру, это неправильно. Я сразу интуитивно понял, что это неправильно, сделал ниже, потом начал изучать, читать. Ну и грамотные велосипедисты сказали, что да, нужно носик, можно опускать в зависимости от твоей посадки, как тебе удобнее, именно как тебе удобнее. Не вверх ни в коем случае, а или горизонтально, а еще лучше чуть-чуть вниз. Вот, как правило, это лучше. Даже на профессиональных соревнованиях там есть ограничения по опусканию носика вниз, там на сколько-то, не помню, на сколько-то градусов, потому что иногда это дает дополнительную тягу, ускорение велосипедисту. Поэтому я опустил, не знаю, градуса на 2, наверное, опустил носик. Вот, сиденье сдвинул чуть-чуть вперед, да, мне показал, что нужно чуть-чуть вперед, и вот сейчас ехал прям отлично. Седалищные кости прямо лежат, ну, это, как сказать, опираются прямо на самое широкое место сидения, вот, то есть все правильно. Вот, спина прямая, никаких ощущений. И после поездки нет неприятных, ничего не болит, все нормально. Но все равно я буду день катаюсь, день отдыхаю, день катаюсь, день отдыхаю. Вот пока у меня такой график будет. Когда станет тепло и зелено и красиво, я уже тогда буду делать более длинные эти прогулки и более длинные буду и уже, как сказать, может даже и ежедневные по возможности. Вот где-то так.